Привет всем! Вы зашли на канал «Замуж в Индию». Ниха тоже зашла к нам в гости, но не просто так. Она пришла для того, чтобы помочь нарядить меня в сари. Потому что я сама не умею, но на самом деле многие индианки тоже просят помощь, чтобы красиво задрапировать сари. И вот такой вот момент. Окей, Ниха, what do you think which sari today I must wear? Выбирай, конса сари, ача. Не, you check all. Я одну только вывернула inside that carry bag, also, да, посмотри. Все мое богатство. Выбирай. Да, это, кстати, набор. Это набор, может быть, вы обратили внимание или нет, я надела испорченную блузку, но в прошлый раз соседка сказала, что, в принципе, можно ее как маскировать, этот участок, да? Окей, да, давай. Если ты выбираешь... А вот это вот, this you don't like? Вот это вот желтенькое, не? Окей, you want this. Вот, показываю вам, видите, вот этот вот момент нужно постараться прикрыть лоскутом сари. И Ниха утверждает, что у нее это получится. И вот еще такой момент, в прошлый раз, когда я вам рассказывала, жаловалась, такая расстроенная была, вы мне написали в комментариях, мол, Наташа, а что ты расстраиваешься? Раз это такая ткань ужасная, что он даже вот так вот погладил и спалил, значит, нечего жалеть. Так вот, эта ткань как раз-таки очень хорошая, это шелк, а шелк нужно гладить при низких температурах, там, по-моему, 50-60 градусов максимум. Ну, а Парам не рассчитал. Выставлен был утюг, получается, на гораздо более высокую температуру. Это действительно ценная сари, я им очень дорожу. Ну и, собственно, сегодня вот постараемся, замаскировать. О, боже, вы только посмотрите, Ниха, сколько всего принесла. И сережки. Вот это какая умничка, боже мой, thank you. Какая внимательная. Ну что, приступим? Давай. Let's start. Yes. Ниха, угощайся фруктами. Я специально для тебя сделала фруктовую нарезку. Позвонили, будешь чай с печеньем или кофе. Она говорит, нет, ничего, поэтому я... Ну все, ладно, Парам говорит, давай быстрее, потому что Нихе тоже сейчас надо бежать домой, переодеваться. И мы вместе все пойдем сегодня в храм. Сегодня у нас праздник Маха Шиваратри. Вы мне часто пишете в комментариях, мол, Наташа, сколько можно? Только одни праздники. Когда здесь люди вообще работают? Почему все время праздники? На самом деле, действительно праздников много, да, это так. Но получается, что я еще видео снимаю. У меня 3 видео в неделю выходит. 2 видео я снимаю в воскресенье. У нас по традиции воскресенье день, когда мы выезжаем куда-то в город. Новая локация, и я стараюсь для вас подготовить интересный контент. И в течение недели тоже выбираю, какой-то праздник бывает или что-то вот. Так создается такое впечатление, на самом деле есть не только здесь и праздники, есть и будни. Парам, ты показывай, как Ниха ловко складывает, драпирует сари. Этот вот самый такой вот ответственный момент, вот эти вот складочки сделать надо обязательно красиво, четко. See, Bobby, मैंने जला दिया. Oh my God, very bad. You just now see, она даже не заметила. She don't know. Хорошо. Что-то Хорошо, значит, он подумал, а чего нет. Пока мы доедем до Карнатаки, пока мне его отремонтируют, починят, неизвестно, когда это будет. Немножко поношу и так. Не все в Матаране, никто не знает об этом, кроме Нихи и нашей соседки. И еще там 1040-50 зрителей из разных стран. Знают, что там прячется. Как много хлопот. She all time say, you put. I don't know how to put sari. Еще такой вот момент важный. This is most important. Да. You know Gujarati style, Marwadi style. थोड़ा आता है. And Adivasi style. No. Adios. Видите, Парам сейчас выбирает. То есть, получается, Ниха на выбор принесла несколько вариантов. И вот Парам выбрал для меня. And other one, пока вот смотрите, такие вот сережки. And other one, другое украшение покажи.
Или вот такое вот украшение. Ну, я хочу оба померить. I will try. After, как можно так понять? Which Надо one you- померить. I will try both. Оба варианта я померю, потом выберем. Special for the saree. Remember our guest gift. Да, красиво. See which one you want, check. Ну, окей, давай This это one? посмотрите. तो ये साड़ी है ना बराबर। वो कपड़े का बराबर तो वो जमता है हाँ दा Ну, which one? वो भी अच्छा दिखता है तो बहुत तार गुड लुक that one show Okay, I put both. that one show Не, вот I don't want. only one I'm एक ही идём. चाहिए Так я пошутила, говорю, раз Вон оба Николай, я, нравятся, конечно, тогда так оба надену. Не, я не хочу как его. Вы видите, я уже при полном параде, сережки надела, украшения, все, причесочка, заколочка, но чего-то не хватает одной детали. Это бинди. Видите, Ниха такая предусмотрительная, а бинди забыла мне принести. Окей, давай, да, видите, в этом магазине нет особо выбора, поэтому же парам бегом купил, что было. Ну давай, наклеивай. Вот. what is there Давай, быстрее. Побольше, чтобы уже поярче такая метка. А у меня дома нет. Хотя я иногда пользуюсь красивыми, с камнями. Это я хотела себе такое. Perfect. Ну, нормально, да. चल या इधर आ Окей. Ниха нас уже ждет. Куда мне положить? Да, не получилось с сумочкой, с клатчиком, который мне подарили наши постоянные клиенты. Очень красивый клатчик, который подходит под сари, но он не подходит мне, потому что туда не помещается ни камера, ну, как камера с телефоном, короче, туда не помещаются с микрофоном. Поэтому вот опять взяла такую вот сумку, я ее просто не через плечо надела, а просто набросила. Бежим. А вот и девчонки, ай! Посмотрите, какие красивые. Ниха переоделась в шикарное сари. Уша, посмотрите, какая красивая. Приянка со своей малышкой. Все нарядные. So we go. Получается, на 2 рикшах мы поедем. Они уже вот раньше нас пришли, и поэтому уже дождались. Мы поедем на... все, там уже они сидят давно, а я тут разглагольствую. Все, поехали. А мы с Капишем. Капиш сегодня вместе с Артуром с утра с нами на йогу ходили. Это Капиш, это сын Уши. Окей. Все на меня так смотрят. Я не знаю. Может быть, я действительно как-то пора. I feel like all look on me. Да? What, why? वो मंदिर Почему? मंदिर जाना है सीधा हाँ Хотела, чтобы мне Парам сделал комплимент. Кстати, он мне еще ни одного комплимента не сделал. Я уже намекаю. Хотя на самом деле, не так уж на меня и смотрят. Это я специально уже придумала для Парама. А он не понял. Такой серьезный. Он настроен на храм. В общем, у него особый настрой, не до жены. Что? Вот. Repeat. बहुत अच्छा लगता है आपको Thank you. Спасибо большое, спасибо. От мужа я не дождалась комплимента. Хоть водитель рикши меня порадовал сегодня. Спасибо. Я говорю, от тебя комплимента не дождешься. बहुत अच्छा Наша Приянка несколько дней гостила у родителей своего усопшего мужа. Только вчера вернулась. Я вам рассказывала раньше, что у них натянутые отношения. Но тоже их можно понять. Они потеряли своего сына. И Приянке они предложили, чтобы она жила как по традиции. Вообще принято в Индии, в индуизме. Если муж умирает, то его жена остаток своей жизни проводит вместе с родителями мужа, со своей дочкой, и не выходит замуж. Но, естественно, и Приянку тоже можно понять. Ее родители уже ей подыскивают мужа. Она молодая, здоровая женщина, конечно, ей хочется замуж. И вот они недавно ей позвонили и сказали, мол, приезжай вместе с ним. Захотелось внучку увидеть, давно не видели. И она не хотела. Она, так знаете, как обиделась, как на них. Я не поеду. Они там не особо не помогают ни финансово, ничего. Вот у дочки операция была. А Ниха сказала Приянке, бери и едь, говорит, нельзя так.
Это если они зовут, ну, нужно нормально к ним по-доброму относиться в ответ. Они первые сделали шаг. И ты должна принять. Неха действительно очень мудрая, умная женщина. И я думаю, что они действительно наладят отношения. И даже когда Рианка, дай бог, скоро выйдет замуж второй раз, ее дочка будет общаться со своими родными, бабушкой и дедушкой. Это вполне нормально. Oh, we come in together. Получается, что мы где-то на 5 минут позже отъехали, но приехали, добрались вместе. So long. So long. Я говорю, очень длинная сари. Подметаю весь матеран. I clean матеран. Clean матеран, because it's very long. Приянка смеется. А Ниха вот сейчас подтянула. Я девочкам говорю, это Ниха мне помогла надеть сари. Они говорят, там мы знаем. Она уже все им по дороге рассказала. Говорит, классно, все им нравится. Уша тоже сама. Говорит, для этого нужна практика. Тренируйся регулярно на сари, тогда будешь сама красиво драпировать. Ой, какая красавица. И ты? Как дела? Как дела? Она уже слышит. Каждую раз в неделю посещает доктора, логопеда, и уже она слышит, реагирует, говорит. Why you say? Зачем ты рассказала? Это я сейчас отвлеклась. Пока я вам рассказывала, Ниха успела показать и рассказать девочкам, что это у меня там кое-что находится. Парам купил сладости деткам. Погнали. Так вот, у малышки, вот видите, имплант. Ей недавно сделали операцию, поэтому у нее, собственно, и короткая стрижка. Возможно, не все смотрели предыдущие серии, поэтому я рассказываю. So now she don't want come to you. Раньше она так любила у Парама на руках сидеть, а сейчас не пошла. Ну, иди. 2 मिनट उधर तक लेता चलो. Ну, какое-то время должно пройти, тогда она познакомится лучше, привыкнет, вспомнит, да? Да, котик? Okay, come. Мама. Посмотрите, Парам уже в 3-й раз пытается взять на ручку Дрити. Пойдешь? Иди на ручки к дяде Параму. Иди. Но уже не плачет, во всяком случае, уже немножечко привыкла. Say name, Pani. Пани говорит. Пани это вода. Ну, бол. Pani. She feels shy. Стесняется. Да, она до этого говорила, просто на камеру не попала. А Параму действительно, мне кажется, что хочется ему девочку, хочется доченьку. Он когда видит, ну, таких вот маленьких деток, девочек, всегда пытается на ручки взять. Артур немножечко приревновал. Идет такой серьезный. Но опять же, я говорю, я уверена, что если бы у нас родился 2-й ребенок, Артур бы был самым лучшим братиком. Что он любит маленьких животных, любит о ком-то заботиться. Сегодня мы вместе с вами посетим 2 храма. Вот, мы добрались до 1-го. But no much people, Парам. Почему так мало людей? Coming and going. Сегодня мы посетим 2 храма. Вот 1-й, как-то не очень много здесь людей. No much people. Но, может быть, возле 2-го храма будет больше. А то, знаете, я нарядилась в красивом саре, который я, кстати, собиралась надеть на свадьбу Бавина. Но Бавин все никак не женится, а саре лежит. Решила его носить, если есть повод, по любому поводу. Большой праздник Маха Шиваратри. Его отмечают по всей Индии. Маха – это великая ночь Шивы. Маха Шиваратри. Помните, Маха Кумхамела, как, кстати, она сегодня закончилась. Тоже Маха – это великое омовение. Все, вы теперь знаете, как переводится слово Маха. В этот день
индуисты держат пост. Самые преданные вообще даже воду не пьют, а потом всю ночь поют мантры. Смысл в том, чтобы всю ночь не садиться, не ложиться, всю ночь находиться в вертикальном положении. В основном в Южной Индии там больше шиваистов. Все-таки у нас, в нашем штате, больше Ганешу отмечать. Ну, конечно, видите, как все молятся. Приянка. Как малышка сидит, видите, спокойно наблюдает за всем. А у меня булавка расстегнулась. Я тут вам пытаюсь рассказать интересно, а на самом деле у меня сейчас большая проблема. У меня сейчас сари может развалиться прямо здесь, в храме. Пинда. О, Ниха увидела. Сейчас Ниха мне поможет, поправит. Вот так вот я вам сказала, что, мол, я хочу, чтобы меня увидело как можно больше людей. Но это действительно так. Вы, может быть, уже там собирались или уже написали комментарий, что вот ты там решила повыделываться. Ну, все индианки, даже больше скажу, в основном все женщины такие, и вы тоже. Хочется, да? Хочется показать себя в красивом наряде, когда есть такая возможность. А наряд действительно красивый. Это нормально. Там ничего такого зазорного нет. Сейчас Приянка объясняет Артуру. Здесь находится лингам Шивы. Все, спасибо большое. Ниха золотыми руками быстренько мне все исправила. Так вот, сегодня действительно очень важный день. Сегодня свет побеждает над тьмой, добро над злом. И в этот день нужно помолиться о мире. Храм находится возле прекрасного озера, озера Шарлотта. Так как у нас сейчас засушливое время, воды здесь не очень много. Меня зовет Парам, кричит. Значит, мы посетили храм, помолились, съели просад. Как я вам ранее говорила, самые преданные шиваисты сегодня вообще ничего не едят и даже воду не пьют. Ну, а мы, видимо, не самые преданные, поэтому после храма решили посидеть в кафе. Парам заказал для всех. What you other? Что-то заказал. Сейчас мы узнаем, что... I ordered sabudana vada, vada pav, lemon juice, and what do you want? What do you like? Окей, водопав. Здесь такие вот, как и закуски. One piece. Лимбу джус – это лимонад. Здесь у нас в Матаране действительно очень вкусный лимонад готовят. Помните, у нас в гостях была Надя. Видео называется «Подруга Парама», как-то так. Она на самом деле наша общая подруга. Так вот, она отметила, Надя бывала во многих штатах Индии, путешествовала в Гоа, вообще в основном она зимовщица. В общем, она говорит, у нас самый в Матаране вкусный лимонад, лимбу-пани. Шикумар, can you show recipe лимбу-пани? Можешь поделиться с нашими зрителями рецептом лимбу-пани? No problem? Сейчас парень приготовит нам водопавы, а потом будет готовить лимбу-джус. Там в масле жарилась начинка, я вам показала, а сейчас пав. Разрезает на куски, а вада – это начинка, в основном из картошки. Картошка со специями. Вот такой вот пирожок с картошкой на индийский лад. Парам сегодня решил устроить пати для всех. Небольшое пати. Небольшой перекус. Так, ну и давайте самое интересное, то я так прорекламировала. Давайте посмотрим, как он готовит лимонад. Ну, не волнуйся. Разрезает лимоны, точнее лаймы. По половинке на стакан. लेमन जूस लेमन जूस बना रहे हैं स्पेशल स्ट्रॉन्ग Я вижу, что парень старается. एक प्लेट और Так как я видео снимаю, наверное, он приготовит максимально вкусно. शक्कर पाक Сироп. स्वीट So that only pani with sugar.
Yes. Сироп. Honey, sugar, syrup. Sugar, syrup. И вот сейчас из холодильничка достал воду. Минеральную, я надеюсь. Перемешивает. Пока ничего особенного я не вижу. Почему тогда так вкусно получается? This is the special. ये उधर का था ना सुबह यहाँ इधर डिस्टर्ब हो गए वो В чем спешл, я так и не поняла. Так обидно. Я сейчас снимала на видео, как парень готовил лимонад, но в итоге я, наверное, не буду даже вставлять этот рецепт в видео, потому что он приготовил его совсем не так. Но он и на вкус отличается, абсолютно невкусный. Он никаких туда специальных специй не добавил. В общем, просто вода, лимонный сок и сахар. Вот, ну и водопав, в принципе, как водопав нормальный. А ну, давайте проверим. Артур не будет плакать, деточка. А мы сейчас шутим. Опять Парам пытался взять на ручки Дришу. Ой, тяжелый. И она расплакалась. Потом Ниха тоже пыталась ее взять на ручки, она расплакалась. Ну, я ж пошутила, говорю. Ой, капиш. Говорю, давай проверим Парам, если Ниха Артура возьмет на ручки, он будет плакать. А Ниха даже не смогла поднять нашу малютку. Ну, шутки шутками, но я так думаю, что Дриша после операции, после того, как она стала слышать, это большой шок. Возможно, она еще к этому психологически не привыкла, как-то переживает, поэтому вот ей сейчас адаптируется, поэтому она плачет. Все время ей хочется к маме на ручки, именно к маме, а не к чужим людям. А раньше, да, вот буквально, не знаю сколько, полгода назад Парам ее легко брал на ручки. Приянка тем временем могла отдохнуть. So tomorrow you come, yoga? टाटा टाटा Да мы сейчас на обратном пути встретили Дипали, девушку, которая вместе с нами ходила на йогу. Видите, еще многие только сейчас идут в храм, а мы уже возвращаемся. Так вот, я спрашиваю, а почему ты не приходишь, столько дней тебя не было? Она говорит, не могу проснуться так рано. У нас йога начинается в 7 утра. Она говорит, я просыпаюсь в 11-12. Вот видите как? Причем ее муж тоже просыпается в такое время. Но они поздно спать ложатся, где-то в 12 часов ночи, а то и в час ночи. Вот здесь в Матеране многие так, потому что не нормированный рабочий день у мужчин. Когда там большой бизнес, тогда они заняты и днем, и ночью. Но вот когда вот такое вот время, когда полусезон, могут позволить себе подольше с утра поспать. Причем вот тоже, да, вот раз уже завели эту тему, например, Уша, она после йоги в 7 часов, получается, начинается где-то 8:30, она приходит домой и ложится спать до обеда, точнее, до того времени, пока не начинать готовить обед. Может быть, до часу, чтобы в 3 пообедать. Вот так вот у нас многие. Еще там одна, я просто ее вам не показывала, не знакомилась с ней, поэтому не буду рассказывать. Очень многие такие. А я всегда после йоги бегом домой, они с меня смеются. Как есть такие вот анекдоты, что, мол, теща, наверное, ее будет ругать. Но у меня ж нету тут никакой тещи. Вот. Они, мол, как-то здесь подшучивают, что теща обычно строгие. Поэтому вот невестки спешат домой. А я на самом деле с утра бегом, потому что действительно куча дел. Нужно успеть все поделать до того, как Артур вернется со школы. Ну и сейчас мы подходим ко второму храму. Немножечко срезали путь через лес. И Парам еще снял на видео, по дороге мы также встретили Пратика, брата Бавина, вместе с женой и ребеночком. И им очень понравилась я в этом наряде в саре. Мне сделала комплимент его жена. Знаете, это вдвойне приятно услышать комплимент от женщины. О, посмотрите, здесь знакомые люди. Арин. Ай, Арин. Привет. Раздают просад. Но просад это после посещения храма. Сначала храм. Приянка сейчас учит свою малышку, как правильно совершать пуджу, религиозный обряд. पूरा
वो भी होना चाहिए उसे। हाँ, पूरा А она, кстати, ну вот сейчас Приянка сама попросила, чтобы Парам снял на видео, а она до того, как Парам включил камеру, сама подошла и сама вот так вот поклонилась. Отошла от всех, никто особо это не видел, ну, естественно, тот момент не зафиксировали, а потом уже Приянка сама начала ее учить, показывать, заставлять. Вот видите, слуховой аппарат снаружи и внутри тоже имплант. Немножечко выпирает. Но трогать не будем. Вот, ну и все оставляют денежку как подаяние. Вот, и Ниха сейчас свою девочку, это племянница. У Нихи, напоминаю, сын взрослый, он сейчас студент. Приезжает только на выходные и на каникулы. А в основном он сейчас живет в Мумбаи вместе с родителями Нихи и учится. А эта племянница, она живет вместе с ними в одном доме. Дочка, получается, брата мужа. Но Ниха ее очень сильно любит, и муж Нихи тоже ее любит. В общем, ее балуют все, эту девчонку. Тетя с дядей, бабушка с дедушкой. Любимица всеобщая. Ну, она действительно классная, такая хорошенькая, танцует очень красиво. Но больше всех я люблю, конечно же, моего Бобрика. Бобрика. Дети устали. Капиш, go to mama hands. Иди маме на ручки. А сейчас Парам будет пытаться. Малышка уснула? Нет? She understand. Посмотри, какая. Вроде как уснула. И Приянка хотела ее спящую переложить Параму на плечи, а она просыпается. Еще недостаточно глубоко уснула. Приянка очень устала, хоть малышка и худенькая, но все равно очень тяжело целый день ее носить на руках. Когда Артур был маленький, Парам постоянно носил, я только иногда. А коляски здесь в Матаране нет смысла использовать, никто особо и не покупает, потому что здесь такие дороги. У нас, когда Артур уже был, такого возраста, 2-2,5 года, мы ему купили велосипед. Такой велосипед трехколесный, который можно толкать сзади. Ну, это еще ладно. Ну, Артур был более такой проворный, он мальчик. Хотя на ручках тоже очень сильно любил. Наверное, лет до 4. Мне в комментариях все время писали, сколько вы будете носить его на руках, сколько. В Мумбаи мы его всегда на руках носили, но Парам, потому что там опасно. Я бы сама запрыгнула к Параму на руки, чтобы не попасть под машину. Везде, на проезжей части и на тротуаре ездят машины. Артур! Ну вот у нас уже следующий день, обычный будничный день, никакого праздника сегодня нет. Вот посмотрите, Парам продолжает осваивать новую профессию, наносит грунтовку. Я его не достаю, он спокойно занимается этим делом. Сейчас Парам закончит, примет душ, переоденется и поедет в город. И так практически каждый день у него. Выезжает то в Мумбаи, то в Нерал, делает закупки, заказы, что-то привозит, что-то меняет. В общем, друзья, я вообще вначале думала, что тоже буду вместе с ним ездить, думала, буду помогать выбирать, думала, буду для вас видео интересные снимать, но потом передумала. Мне очень тяжело даются эти поездки в локал-трейнах, ну и плюс еще и жара, и плюс еще здесь тоже у меня хватает дел и по хозяйству, и когда Парама нет, получается, наш помощник тоже не всегда на месте, мне приходится выполнять и рабочие дела, там, принеси, подай, приготовь чай. В общем, дел хватает. Я закончила видео, но у нас это, получается, было вчера праздник, на том моменте, как дети уснули. Дочка Приянки уснула на руках, племянница Нихи тоже у нее на руках уснула. И сегодня мы же на йоге уже все виделись, и девочки рассказали, что настолько они устали, пришли домой и вырубились. То есть и дети, и взрослые, кто на час, кто на 2, кто на 3. И сегодня еще на йогу пришла Дипали.
девушка, которую мы встретили по дороге, шла на йогу, и я вот хочу специально для вас уточнить, а то, наверное, такое создается впечатление, что вокруг меня одни лентяйки, только спят, только йогой занимаются и ходят нарядные в красивых сари на праздники. Нет, вот, допустим, это же Дипали каждый вечер принимает заказ. Каждый вечер она готовит 150, а то и 200 чапати. Это такие вот лепешки, которые нужно раскатать. Это очень тяжело, это физический труд. И плюс еще и испечь. Представьте, да, какой жар стоит. 150-200. Так что, друзья, ну, такое, видимо, создается впечатление, потому что, да, я сама, когда я чем-то занята, мне очень сложно снимать видео, когда мы работаем, когда мы что-то делаем. Ну и в то же время, мне кажется, вам, да, интереснее смотреть праздники красивых, нарядных. Но если вам все-таки хочется и будни, напишите в комментариях, я постараюсь, буду снимать, может быть, приду посмотреть и снять на видео, как Дипали эти чапати. Напишите просто, что вы хотите. Хотите ли вы для разнообразия, то действительно, да, может быть, у вас такое впечатление создалось. А на самом деле, как я ранее сказала, кроме праздников, здесь есть и будни. Так, и в конце главное заключение. Значит, друзья, моя цель выполнена, и я действительно вчера произвела фурор в Матаране. Так громко сказано, но на самом деле Параму вчера вечером звонили его друзья и знакомые для того, чтобы выразить восхищение. И надо сказать, Парам уточнил, что, мол, Наташа, они восхищаются не тобой, именно не тобой, а сари. Что ты, говорит, Наташа, уже много раз здесь в Матаране надевала сари. Но вот такое вот дорогое, такое вот шикарное сари ты надела впервые. Ну и самое интересное, что никто не знал, ну точнее почти никто не знал о моем маленьком секретике, о пропалине от утюга, которую мы с Нихой удачно замаскировали. Все, мои дорогие зрители, всех люблю, целую, крепко обнимаю. До скорых новых встреч. Пока-пока. Не забывайте подписываться. Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет еще много всего интересного.